Ради этого мы рано утром и встали. Мы находимся в прекрасном гостеприимном хозяйстве. Зверь у нас тут контактный, посевов видно много, кушать им есть, где и чего. Когда у них гон, настолько они мощные. Хороший козел. Судя на ногах, чувствует, что приход зимы будет. Они были сначала вот здесь кормились. Ты известный танкист. Просто какой-то бронебойный зверь. 715 метров. По давней традиции, с наступлением первых осенних дней трофейный охотник Сергей Мазуркевич собирает друзей на уральскую охоту. Их цель – добыча трофейного самца сибирской косули. В этот сезон нас природа встречает проливным дождем. Это будет определенный такой драйв. Дождь, он всегда добавляет трудностей и тем и сваче, и интереснее трофей. Уверен, что мы сможем неплохо поохотиться, ну а самое главное – пообщаться, ведь год не виделись. Погодой нас напугать или сломать невозможно. Мы всегда рады встрече с этой уральской удивительной природой. Рад оказаться на вашей земле, в вашем хозяйстве вновь. В гостях у уральской охоты каждая охота отличается от предыдущей тем, что она все лучше и лучше. Гостеприимнее и гостеприимнее. Погода нас не пугает. В любой дождь, мороз и ветер мы все равно здесь получаем удовольствие, добываем прекрасные трофеи. Охотники прибывают на базу туристического кластера «Уральская охота». Какое дело? За традицией. Этот уникальный регион – обитель удивительного разнообразия жизни. В этих лесах обитают мощные лоси и осторожные кабаны, трудолюбивые бобры и бесшумные филины. Здесь рев медведя и вой волчьей стаи создают симфонию дикой природы. И в этом сложном, многоголосом мире, среди сильных и опасных соседей, изящная косуля оттачивала свое искусство выживания на протяжении тысячелетий. Ее уши улавливают каждый шорох этой многослойной экосистемы. И здесь же, на этих просторах, прошел свой сложнейший путь человек. От охотника и добытчика до мудрого хранителя и дальновидного стратега. Уральская охота на самца сибирской косули. После гостеприимной встречи и обеда охотники отправляются на вечернюю охоту. Приветствую всех. У нас 5 команд, 5 экипажей. Уверен, что организаторы подготовили нам интересный маршрут, и мы сможем добыть качественные экземпляры уральско-сибирской косули. Активность косули пробуждается перед самым заходом солнца и на рассвете. Эти часы – идеальное время для кормежки и перемещений. Охота с подхода – это классика. И я ее очень люблю. Не потому, что она классика, а потому что мне очень нравится. У нас замечены звери на поле. Сейчас мы очень удачно из-под ветра подбираемся к кустам. И есть большая надежда, что они нас не учуют. Ветер очень сильный. Нас сносят, они заняты кормежкой. Дистанция 273 метра. Есть один хороший крупный козел. Будем его брать. Мы стреляли в козла. Дистанция была 273 метра. Вроде бы было неплохое попадание. Но козел не остановился, зашел в лес. И там мы его нашли. Сейчас он вышел на опушку. Но пока живой, делает попытки от нас убежать. Придется его добывать. Просто какой-то бронебойный зверь. Непонятно. Что? Было первичным? Что я? Нет, первичным был вот, на вылет. Мне сложно
сказать, почему я так увлечен охотой. Дед у меня был охотником, даже держал собак. У меня осталось от него даже ружье на память. В детстве мне давал дядя пострелять из охотничьего ружья, там, по бутылкам, наверное, больше. Охота всегда была древним таинством, в котором человек испытывал свои силы против дикой природы. Долгие века его верными спутниками оставались лук, рогатина и крепкая рука. Но однажды в тишине лесов прозвучал первый выстрел. Он возвестил новую эру огнестрельного оружия. 18 век. Несовершенные кремневые ружья требовали от охотника невероятной выдержки и умения подойти на ближний выстрел. 19 век. Нарезные штуцеры и другие капсульные, а затем и казнозарядные системы совершили переворот. Они подарили охотнику точность, которая превратила добычу трофея в тонкое искусство выслеживания. 20 век продолжил эту эволюцию, сделав мощное и надежное оружие доступным для каждого охотника. Оно стало верным и точным инструментом в его руках. Ну а современная охота — это синтез высоких технологий и глубокой науки, где важны расчет и выдержка. Вот там хороший. Вот дальше 4 штуки, которые... И дистанция такая приличная. 685. Это хорошо стоит боком. Свеча такая. Я видел, как он такую свечку сделал, неожиданно. Такой первый раз. Прямо лопатку. Ух ты! 715 метров. Был произведен великолепный выстрел на 715 метров. Козел сделал свечу. Потом буквально, наверное, метров 500. И увидели великолепный трофей косули. Был реализован выстрел на 335 метров. Если будешь готов, стреляй. Добыча старого трофейного самца косули является одним из способов управления популяцией. Для разных животных расчет квот ведется отдельно. Цель – селекция и сохранение. Средства от продажи лицензий инвестируются в защиту этих животных, подкормку зимой, борьбу с браконьерством, регулирование хищника и поддержание баланса. Такой подход способствует формированию более сильной популяции. Из размножения уходят особи, которые уже оставили потомство, а также особи, представляющие меньшую генетическую ценность. Объектив кратность 15 и телеобъектив при съемке, он настолько сжимает пространство, что он уходит в кусты. И где эти кусты? Хорошо, что можно прокрутить назад. Это уже пошли в деградацию. Уже видишь, они уже гладкие. Молодец. Ходящая пузо, да? Хороший. Да, упитанный же. Да. А, хороший. Охота осуществляется у нас с подхода. Можно из засидки. Мы идем, смотрим, замечаем зверя, осуществляем к нему подход. То есть, если все у нас удачно складывается, мы добываем зверя.
Пик охоты приходится на время гона, брачный период. Сентябрь месяц – это то время гона. На мой взгляд, самое интересное. Козел он утром более активный, вечером активный, ну, в том числе и днем он тоже пасется, двигается. Так что вот эта пора самая такая благоприятная для ходовой охоты и охоты с вышки. Когда у них гон, настолько они мощные, что они просто прут и ничего не чувствуют. Он даже вообще ноль эмоций. На кромочке может остановиться. Есть попадание, отлично. Ну, метров 500. Да. Уникальность косули в удивительном механизме репродукции – латентной беременности. У косули, чтобы произошло зачатие, у него должна подняться температура тела, почему и самец сгоняет ее определенное время. Плюс еще у косули нету определенного срока беременности, как у кабана. Это мудрая стратегия природы. Детеныши появятся на свет не в суровый зимний, а в благоприятный весенний период. После дождя, когда воздух чист и напоен влагой, а трава сверкает каплями росы, косули особенно активны. Они восполняют энергию, объедая сочную растительность, насыщенную водой. Мы смотрим зверя, биноклюем, ищем, высматриваем всей командой. И потом, когда мы его находим, мы к нему подкрадываемся на возможную дистанцию. Рацион косули удивительно разнообразен и меняется в зависимости от сезона. Весной это молодые побеги ивы, осины и березы. Летом меню расширяется на более чем 500 видов растений. Сочные травы, грибы, ягоды, цветы и листья. Осенью в ход идут желуди, орехи, плоды диких яблонь, груш, помогающие нагулять жир. Косуля, как правило, в конце октября, когда заморозки начинаются перед снегом, она целый день кормится. В любое время дня выезжаешь, косуля на ногах. То есть она чувствует, что приход зимы будет, прочее, она начинает откармливаться, делать запас жировой. Эта сезонная гибкость в питании – ключ к выживанию в суровых уральских условиях. Красный в середине. Это значит, ты случайно нажал на какую-то из кнопок, там минус-плюс кнопки, видишь? Ты сразу на минус нажимай, убирай его. Из-за дождя замер какой-то был нестабильный. Это нас очень беспокоило с Сергеем, что все время разная показывала дистанция. Но в итоге все замерилось хорошо. 604 метра было. Баллистика не подвела. Попадание точно. Остановились. Так, буду стрелять, пробовать. Стрелок какой, жемчужный. Да? Да. Слушай, очень ничего такие? Хорошие. Очень хорошие. Попадание, по-моему, неплохое. То он на месте упал? Нет, я же говорю, мне показалось сначала, что выше. Ты его прям насквозь. Печень задетая. То есть на вылет не вышло? Не вышло на вылет. Знаешь, это хорошо сработало, значит, поле. Открылась внутри. Ты могла и на вылет пройти, хорошо. За расстояние большое. 604. Я вот видел брызги за ним. Прям. Вот над с это, травы. может, входные брызги были? С травы. Прям. Мне показалось, что она прошила его. Ну что, кидаем? Если зимовка косули прошла, бескормица была,
многоснежие, значит, рога будут хуже в сезон. Если зима была лояльной, кормов достаточно было, значит, рога будут намного лучше. То есть мы уже по зиме определяем, какая будет трофейная охота, какие трофеи будут. Осознавая свою ответственность, человек сегодня не просто наблюдает, но и активно помогает косуле пережить самые сложные периоды. Егеря и охотничьи хозяйства проводят комплекс биотехнических мероприятий, засеивают специальные кормовые поля питательными культурами. Некоторые из них остаются зелеными даже под первым снегом. Зимой, когда естественный корм скрыт под снежным покровом, они выкладывают сено, веники из веток ивы и осины, обустраивают кормушки с зерновыми смесями. Особое внимание уделяется минеральной подкормке. Создаются искусственные солонцы с солью, необходимые для правильного пищеварения и формирования рогов у самцов. Эти меры помогают животным пережить голодный период и сохранить здоровую популяцию. Хороший самец, у него шея толстая. Даже в зимний период, когда у него сброшенные рога, по силуэту видно. А у самки она более изящная, тонкая шейка идет. И спина у самки, так как она вынашивает потомство, она у нее прогнутая. Особенно у старых самок. Молоденьких сложнее отличить. Ну и плюс у самки хвостик отличительный есть. Как тебе вышка? Тут удобно то, что здесь 360 градусов, и наблюдаешь сверху, четко отслеживаешь, есть попадание или нет. Окна не сдвигаются. Да. Сегодня с утра нам не удавалось подъехать. Плохо с нами хотели контактировать косули, убегали. Вот. В итоге мы все-таки сделали хороший подход, красивый к опушке леса. Мы на него посмотрим вот отсюда. Такой по делу прям большой. Вот там две. Перед этим у нас была трагедия. Выяснилось, что мы забыли треногу, которая адаптирована с моим карабином, и с нее удобно стрелять. Но на выручку пришел оператор Александр, дал свою фототреногу. Мы там путем изобретений кое-как в нее вложились и выстрелили на 400 с лишним метров. Смотрят на нас. Не шевелимся. Пошел куда-то. Выстрел произведен, взяли козлика, думаю, неплохого. Беспокойства было много, потому что дезорганизовалось все. Ну, в общем, главное, что мы победили командой эту ситуацию. Я не упал, главное, а звука еще не было. Ну, я смотрю, потом только бум. Полем. Это честно, трудовой добытый, то есть это... Смотри какой. Очень прилично. Смотри, попадание какое. Зверь на месте. Он трудовой был козлик. Настроение отличное. Спасибо команде Уральской охоте. Спасибо егерям. Была немножко дождливая погода, но было очень много животных. Добывали в среднем по 2 особи за утро и вечер. Сравнить нам не с чем. Это такой ежегодный праздник, который благодаря усилиям Сергея для нас стал, во-первых, регулярным, ожидаемым, и это действительно большой труд, за который мы искренне благодарны. Нам надо вертолет обогнать. Да это нереально. Зачем нам это надо? Заедем в кабачок как-то. Третий день охоты. Команда покидает гостеприимную базу, оставляя в памяти дни, проведенные здесь.
ни одной мученической смертельного исхода у нас не было. Все, так сказать, буквально с улыбкой на глазах бежали навстречу, радовались, что к ним приехали гости, которые мало мажут, и, в общем, тоже были участниками праздника. Часть из них, кстати, теперь получит московскую прописку. Далее охота будет проходить в Курганской области. Здесь, на берегу озера, находится еще одна база уральской охоты. На очередном участке обширных угодий гостей ожидают новые эмоции и добыча заветного трофея. Третий день нашего уральского тура на сибирскую косулю. Мы перебрались в Курганскую область, населенный пункт Долматово, всеми любимый, всеми известный регион по своей плотности и трофейным качествам сибирской косули. Сегодня мы будем вечером охотиться, и завтра у нас целый день. У природы свои планы. Дождь, который сопровождал охотников в Свердловской области, добрался и до этих мест. Но это охота, и погода бывает разной. А может во всем это Эдуард, Юрий? Он все не откручивал, эти самые болты? Я надеюсь, не откручивал, да. Он говорит, все. Мы находимся в Новосельском охотхозяйстве. Урочище называется Ярково. От базы, где мы находимся, это, наверное, километров 20-25. Погода всякая в этом году. Если дождь, то есть зверь все равно на открытое выходит меньше. То есть он старается где-то на кромке леса, в лесу, по краешку, вот так где-то, чтобы были скрытые участки, чтобы его, как говорится, не мочили сильно. Сначала дождь шел проливной. Все животные в лесу видны. Никто не выходил. Вот ближе к вечеру дождь закончился, движение небольшое пошло. Хороший козел. Хороший козел, увидели метров за 800. Отдельно стоящий вообще в поле. Чуть-чуть подъехали, потому что стрелять при таком ветре и на дистанцию там почти под 800 метров бесполезно. А здесь удобно подъехали, а потом уже подошел, где-то там 270 метров стрелял. Далеко мы его увидели, да? Симметричные. Шикарные рога. Ну хорошо. Только дождь никак не закончится. Он как будто прям над нами висит и никуда не двигается. В ненастную погоду косуля демонстрирует удивительную способность к адаптации. Она находит укрытие под густыми кронами елей и пихт, плотные лапы которых образуют для нее естественный навес. Ее шерсть обладает особыми водоотталкивающими свойствами. Капли скатываются, не проникая к коже. На этой охоте я использовал собранную в системе Блайзер винтовку, ствол Proof Research 300-го калибра, пулей релоудинги собранный Бергер 210 грейн. Прекрасно работает по зверю, подранков с этой пули не бывает. Ну все для первого, тут у него, видишь, эти все. Поздравляю. На сегодняшний день
Первый трофей. Расстояние небольшое, 245 метров по лопатке. Ему годика 3-4-то точно есть как бы. Это выходная, что ли? Это выходная. Полем. Да, полем. Сильный дождь животные предпочитают пережидать, затаившись в укромных местах, экономя энергию. Но их чувства остаются настороженными. Слух и обоняние, обостренные влажным воздухом, улавливают малейшие признаки опасности. У нас хорошо началась охота. Удалось вот свистом немножко остановить, поэтому я стрелял так немножко выносом, потому что не было времени мерить. На кромке леса они стояли еще чуть-чуть и убежали бы. Болем. Спасибо. Да, так аккуратненький. Да. Красавица, все красавицы. Нельзя сказать, что у нас в этом году погода побаловала. В основном охотимся в дожде. Сегодня вот у нас пасмурное, но без дождя. Ну, это комфортно, комфортно. Мы хотя привыкли здесь к другим условиям. Да. Я помню, помнишь, что в футболочках ездили? Да. Жарко как было. Именно в сентябре. В пору изобилия самка производит на свет обычно 2 детенышей. Беспомощные новорожденные косулята первые дни жизни проводят в укрытии, обладая врожденным рефлексом затаивания. Год детеныши живут с самками. Они ходят до весны. Самка их помогает пережить зиму, потому что самка, она крепче, мощнее. То есть она знает, как добыть корм. Она копытит, она пережила не первую зиму. Она разрывает тот же снег, показывает, как корм добывать. Она обучает их. Ага, со сломанным рогом. Санитарный отстрел. Хороший выстрел. Миндальные такие. Старые тоже козел-то. План закрыли. Мы стреляем 2+2. Смотри какой. Видно, очень влажное лето было, и в этом году высокая трава. И, конечно, не просто найти козлов. Такая рабочая получается охота. Ну, гораздо ценнейший трофей, когда приходится немножко поработать, чтобы его найти. Нам улыбнулась удача уже в сумерки. Подъехали к месту, где на поле находились косули. Сделали подход. Вот видишь, один там хороший козел. А, вижу, да. Капкает на всех. 778. Самец косули начал создавать звуки, гавкать, ну и двигаться в нашу сторону. Может, и ближе подойдет. 768 уже. Пошел. Вижу. Вот и на нас идет. Вижу. Левую
откуда ты? Попадание знать-то было, слепок Отлично, был. отлично, отлично, молодец, красавчик. Было непросто. Сбился прицел и так вот на глаз, грубо говоря, выставили поправки. И все получилось. Четкое попадание, трофей был взят. Потом мы прошли метров 200, подошли к другому трофею. И на дистанции 660 метров точным выстрелом взят трофей. Молодец, попал. Пока эмоций не осознал. И сам не верю, что получилось сделать выстрел. Попадание было точное. 4 отростка у него, рога темные. Расстояния были 670 у нас и 660. Трофеи остались на месте. Охота у нас удалась. На этом наша вечерняя охота заканчивается. Мы выдвигаемся в сторону базы, где нас ждут друзья и хороший ужин и теплые беседы. Ну а у животных ночная жизнь идет своим чередом. Сегодня завершающий день уральской охоты, 4-й день, утренний выезд. Буквально отъехали минут 5 от базы, и на первой же полюшке было обнаружено порядка 15 косуль. Из них выбрали трофейного самца, произвели выстрел, трофей взят. 4 экипажа у нас сегодня разъезжаются. Будем рассчитывать на то, что все добудут достойный трофей сибирской косули. У меня калибр 6,5 PRC в стволе Proof, собран на базе Блайзера R8. Дистанция 383 метра. Видна только голова. Будем стрелять. Он на кромке, да? Да, на кромке, да. Вот оператор сейчас где-то вот правильно от нас стоит, чуть-чуть дальше. Все отработали на 5. Ну, врага, Серег, оказались так себе, а выстрел в шею. Мы добыли козлика, видно было только голову, поэтому выстрел был в шею, 380 метров. На стене гордиться будет нечем, но добыча хорошая. Сергей Вадимович, с полем. Попадание есть. Но где-то по печени. Он сгорбил. Лег. Вот он. Отлично. Дистанции 300 метров, как-то все так быстро получилось. Это было очень нервно.
Охота была очень интересной, погода была разнообразной, животных очень много, трофейные качества в этом году интересные. Вы в очередной раз, получив массу удовольствия от прекрасных мест и общения в нашей хорошей, дружной и теплой компании. Мы в очередной раз что-то преодолели, в очередной раз стали сильнее и радостней от всего произошедшего. Спасибо организаторам за прекрасную охоту, за прекрасно проведенное время. Прекрасная охота и прекрасное созерцание местности. Я очень люблю охотиться на косулю. Не только трофейную, но и из-за ее качества кулинарного. Это очень хорошее, богатое угодье. Охота была удачливая, все охотники могли добыть. Отличная охота. Хорошие выстрелы – это главное. Еще раз благодарность команде и этим прекрасным местам. Ура! История охоты на косулю – это путь преображения. Путь от безудержной добычи к осознанной заботе. От громких облав к тихому уверенному скрадыванию. От вызова природе к диалогу с ней. И если первый выстрел века назад был вызовом силе и ловкости, то главный вызов нашего времени – сохранить саму возможность этого диалога. Сохранить эту древнюю связь, чтобы и через 100 лет в утреннем тумане можно было разглядеть тот же изящный силуэт, как напоминание о вечном и хрупком равновесии всего живого. Охота завершена. Все взяли трофеи. Кто-то больше, кто-то меньше. Но в целом мы провели довольно хорошо очередной раз время. Надеюсь, что через год мы также соберемся нашей дружной компанией. До новых встреч!